Вечер добрый, уважаемые коллеги, друзья. Как всегда в воскресенье, как всегда с вами проект Forex Times. Я Дэн Стрелков и уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times. Присоединяйтесь, вы никогда об этом не пожалеете, потому что в комьюнити Forex Times вы найдете прогнозы по данным Чикагской товарной биржи по данным срочного рынка, а именно опционным и фьючерсным контрактам, также по данным волновой теории Эллиота. Также мы рассматриваем во время составления прогнозов данные поведения толпы американского брокера Оанда и, конечно же, не забываем про структуру рынка, где можно поискать ликвидность. Ну и помимо прогнозов, конечно же, вы найдете торговые рекомендации, разумеется, с уровнями входа, уровнями стоп-лосса take-profit, перевода уровня, стоп-лоссов без убыток, закрытие ордера. На все это у вас будут торговые сигналы, а также обучение и чат. Чат, в котором вы можете задавать вопросы хоть 24/7. Я очень много времени провожу за мониторами, разумеется, мониторю рынок. Так что присоединяйтесь в комьюнити Forex Times, не пожалеете, коллеги. И маленькое объявление. Если вы вдруг зайдете на Чикаго и решите посмотреть экспирацию недельных опционных контрактов, вы увидите очень непонятную вещь. Будет написано «Пятница, 18 июня», но на самом деле пятница у нас 19 июня. А почему же 18 на Чикаго? Друзья, это не ошибка. Дело в том, что 19 июня в Америке федеральный праздник. США будет закрыто, рынки работать не будут, а экспирацию проводить надо. Поэтому экспирация опционных недельных контрактов будет проведена 18 июня. Но они не пишут четверг, 18 июня, а они пишут пятница. Ну вот такой у них глюк. Поэтому, когда вы увидите, вы вдруг не думаете, что вы проспали год или телепортировались в будущее или в прошлое, и вдруг пятница в июне стала 18-м. Нет, на самом деле 2026 год, и это не параллельная реальность. Вы все еще там, где и были вчера. Так, и значит, сегодня, как всегда, будет три торговых инструмента. Евро, золото, но традиционно третий инструмент бонусом австралийский доллар сегодня не будет. Так как по австралийскому доллару в комьюнити мы вошли на покупку, вы видите лот 1.22, и ордер уже, прошу прощения, уровень стоп-лосса уже переведен в безубыток. Собственно, если цена стартанет вверх как минимум к уровню 0.74, вы помните эти крупные скопления опционных контрактов, 8000 опционных контрактов put и 8000 опционных контрактов call, причем я не путаю, друзья, именно контракты put вверху, а контракты call внизу, это такая специфика этой конструкции, то как минимум, если цена стартанет к уровню 0.73, 60 074 10, данный ордер будет закрываться, потому что с очень большой вероятностью 8000 контрактов put цена не пройдет. Сегодня вместо австралийского доллара я выберу швейцарский франк, и я выберу не потому, что здесь есть какие-то конкретные указания на что именно делать, но вы по сути поймете почему. У нас евро и швейцарский франк будут сегодня в прогнозе идти в связке. Поэтому давайте сразу начнем с золота, а потом евро и фунт именно в связке закончим. И прежде чем начать с золота, опять же, давайте посмотрим на Чикагскую товарную биржу через 3 дня, 2 часа, и тут почти 3 часа, грубо говоря, будет объявлено о решении Федрезерва по процентным ставкам. Ну и, как вы видите, 97, чуть более 97% за то, что процентные ставки останутся на месте. Но нас интересует с вами не то, что Федрезерв огласит по процентным ставкам. Нас очень интересует комментарий нового главы Федрезерва, которого поставил Трамп. Потому что если мы посмотрим прогнозы на следующие месяцы, то июль еще не так интересен, а вот сентябрь
Уже даже очень интересно. И мне очень интересно, что тут почти 25% за повышение процентной ставки. А, по-моему, в октябре там что-то еще и больше. Или я не прав? Ага, да, друзья, я прав. Уже 32% и 2 за повышение процентной ставки. Но вы знаете, что эти данные еще далеки до, на самом деле, реальности, потому что, конечно же, они рассчитываются, исходя из ожиданий роста инфляции, роста энергоносителей и продолжения роста бензина в США. На самом деле, может быть, все изменится буквально тут за 1,5-2 месяца, и, конечно, эти проценты изменятся. Все, друзья, возвращаемся к нашим торговым инструментам и золото. Опять же, я говорил и буду продолжать говорить, друзья, по золоту рассматриваем исключительно покупки по той простой причине, что никто не отменял огромные контракты. 16 тысяч и 20 тысяч – это контракты кол, и к тем 9,5 миллиардам и 11 миллиардам долларов добавился еще миллиард 174 миллиона. И вот свеженькие контракты: 974 миллиона, миллиард 200 и миллиард 150 миллионов долларов. А давайте посмотрим, что у нас внизу за это время добавилось. А внизу у нас не добавилось ничего. Абсолютно. Поэтому, уважаемые коллеги, на самом деле, конечно же, цена еще может тестировать минимум, его обновлять и уходить немного ниже. Но посмотрите, основная проторговка все ниже уровня, скажем, вот на данный момент больших проторговок ниже уровня 3 975, 3 980 практически нет. Конечно, контракты 3342, 2287, они имеются. Но, друзья, повторяю еще раз, 16 тысяч, 20 тысяч контрактов и 3342, 2287. Вы понимаете разницу. Почему рынок в данный момент падает? Ну, по той простой причине, что мы не самые с вами умные на этом белом свете. И, разумеется, большое количество трейдеров, организаций, хедж-инвестфондов, банков и, в конце концов, хомячков видит, что рынку пора развернуться. Но если все купят, кто же продаст? Где же все покупатели возьмут ликвидность? Неужели маркетмейкеры им эту ликвидность по опционным и фьючерсным контрактам предоставят? Ну хорошо, там предоставят. А на спотовом рынке где мы возьмем, если, например, контракты CFD торгуются, их представляют брокеры на спотовом рынке, где мы возьмем эту ликвидность? Нигде практически, поэтому нам для разворота нужно где-то взять достаточно неплохую ликвидность. Поэтому еще раз повторюсь, для тех, кто постоянно говорит, что я ничего не понимаю, и золото будет дальше падать и падать, да пусть оно делает, что хочет. Мы видим в среднесрочной перспективе разворот золота, причем достаточно сильный разворот. Во-первых. Во-вторых, мы торгуем исключительно на основе определенных паттернов. К примеру, и вот сегодня разберем этот паттерн, который, возможно, возникнет на рынке, а именно пятиволновая структура, друзья. Раз, два, три. Треугольник было бы замечательно. 4, 5. А теперь внимание, если мы увидим с вами такой паттерн, после чего мы увидим очевидную коррекцию к данному диапазону. Я объясню потом, почему этот диапазон я выделил. И здесь мы увидим импульс и очевидную коррекцию, то будем выставлять отложенный ордер buy stop. Это первое. Второе, если мы увидим образование начального диагонального треугольника. Первая волна, вторая, вот здесь, третья, четвертая, пятая, собственно, еще подгоним 3, 4, 5. Потом очевидная коррекция, будем выставлять выше пятой волны ордер buy stop. Два паттерна, два импульса после коррекции покупаем. Но если рынок вдруг сейчас рухнет вниз, ну и пусть падает, флаг ему в руки, пусть делает, что хочет. Либо мы увидим с вами волна А, треугольник, прошу прощения, не волна А, разумеется, волна W, треугольник, волна X,
И здесь еще зигзаг в волне Y. Двойной зигзаг, конечно же, покупать нельзя. У нас нету импульса, у нас двойной зигзаг. А именно, вы понимаете, в чем здесь разница? То есть, если мы увидим еще одну волну, а потом коррекцию, тогда можно будет рассматривать покупки. Но если не одну волну, а две, то у нас образуется двойной зигзаг WXY, после которого цена с большой вероятностью будет падать. Не нужно ее продавать. Как бы вам этого не хотелось, потому что вдруг с дуру может не двойной зигзаг образоваться, а это будет только первая волна начального диагонального треугольника. Такое тоже запросто может быть. Почему? Еще раз. Потому что у нас в бычьем направлении наверху огромные скопления опционных контрактов call. Логика такова. Либо мы с вами чего-то не знаем, либо на Чикагской товарной бирже работают идиоты. Давайте предположим, что там работают идиоты, то есть целые команды в инвест-хедж-фондах крупнейших банков мира дебилы, а мы с вами супер умницы, и мы с вами все знаем. Мне кажется, где-то здесь логика застрелилась. Да, я больше поверю в то, чего я чего-то не знаю, а уже профессионалы Чикаго уже давным-давно все просчитали. И макроэкономические события, которые, вероятно, произойдут, и у них есть несколько планов, и эти несколько планов все равно указывают на рост. И эти профессионалы, которые все просчитали, купили опционных контрактов на огромные суммы денег. На огромные, друзья, суммы денег. Поэтому выкидывать миллиарды долларов на рынок, просто понимая, что они тебе уже не вернутся, это нужно смелость или быть идиотом. Но я не думаю, что миллиарды долларов доверяют идиотам. Поэтому вроде как логику я объяснил свою. Поэтому рассматриваем покупки, а паттерны я объяснил. Да, кстати говоря, почему меня заинтересовал этот паттерн, именно этот диапазон. Здесь у нас есть очевидный паттерн, который называется бычий пин-бар, но он не отработал, не было закрытия бычьей свечи, после которой рынок мог бы пойти вниз, а этот паттерн на импульсе медведи убили. И посмотрите, пожалуйста, как внизу начинают работать быки. Быки уже в направлении покупок. Друзья, очень люблю паттерны. К примеру, рынок у нас растет и образуется медвежий паттерн. Казалось бы, на продажу. Все книжки читали правильно. Это ж пин-бар медвежий. Надо продавать, стоп-лосс выставлять сюда. Но вдруг рынок на импульсе летит вверх. Потом на импульсе же летит вниз с обязательным обновлением структуры вот этого минимума. И потом так достаточно медленно, неприхотливо приходит в этот диапазон с последующим тестированием. Драка, драка, продолжение падения. Что значит драка? Здесь ликвидность будет поглощаться крупным игроком на продажу. И я вас уверяю, что этот тень или хвост, как хотите называйте, свечи, он попадет в 61,8% по сетке Фибоначчи. Вот вы реально можете как-нибудь посмотреть, и вы увидите. А я думаю, что вы читали не единожды в книжках, что если у нас есть некий рост, мы строим с вами сетку Фибоначчи и уровень 61,8%. И если цена его пробивает, значит что? Почти во всех книжках написано, значит, тенденция поломалась, и теперь не восходящая, а тенденция уже вниз. Поэтому что делают хомячки? Правильно, при снижении уровня к этой цене хомячки начинают покупать, а стоп-лоссы выставлять под этот уровень. А это у нас и есть не что иное, как ликвидность. То есть стоп-лоссы ордеров на покупку, это есть не что иное, как ордера на продажу. Стоп-ордера на продажу. Следовательно, крупный игрок эту ликвидность кушает, и рынок разворачивается. Из-за этого на уровне 61,8 образуются пин-бары, которые очень часто отрабатывают в направлении образования. Если у нас бычий пин-бар,
то в бычьем направлении, если медвежий, то в медвежьем. Вот, кстати, маленький обучающий курс. Очень люблю эти паттерны. А теперь, друзья, евро и франк в связке. Почему в связке? Дело в том, что по евро создается очень интересная структура. И структура эта подразумевает с большой вероятностью еще обновление минимальных значений вплоть до уровня 1.14, после чего уже будем рассматривать достаточно большой разворот в направлении уровня 1.17, по-моему, здесь 50. Ну, 1.1760, к примеру. Почему, друзья, никто не отменял у нас месячные опционные контракты PUT 14 430 контрактов, и несмотря на уменьшение, то есть на отток контрактов на 212 миллионов, ничего страшного, у нас здесь было почти на 2 миллиарда контрактов, и 212 миллионов долларов для нас ни о чем. Тем более мы можем посчитать этот миллиард, здесь еще 650 миллионов осталось. В принципе, опционных контрактов PUT достаточно много. Поэтому большая вероятность обновления уровня 1.14 с последующим разворотом в направлении, как я сказал, диапазона 1.17, 1.17, прошу прощения, 1.1750, 1.1760. Здесь достаточно свеженькие миллиард 274 миллиона долларов опционных контрактов PUT, и вот эти контракты, ой, прошу прощения, опционных контрактов Call. И вот эти контракты, 22 304 контракта. Причем, друзья, экспирация опционных контрактов PUT 2 июля, а опционных контрактов Call 4 аж сентября. Аж сентября. Поэтому либо мы достаточно долгое время еще будем падать, а потом не очень быстро расти, либо падать мы будем, внимание, и вот тут очень интересный момент. А именно, зигзаг вниз, зигзаг вверх с обновлением максимума и импульс в виде конечного диагонального треугольника. Волны 1, 2, 3, 4, 5. И что это у нас получается? А это получается с точки зрения Эллиота плоскость. А плоскость – это коррекционная формация. А так как у нас тренд восходящий до плоскости был, следовательно, крупный, большой, сильный рост вплоть до обновления максимальных значений мы с вами можем увидеть. И это объясняет, почему достаточно долго мы будем ждать роста вплоть до начала сентября, роста к уровню 1.1750. Это первый момент. Второй момент. Вы знаете, что если предположить, что да, действительно, рост уже начался, и я абсолютно не прав, то надо рост начать с импульса. Смотрите, где у нас минимальное значение? Ну вот же оно, правильно. Вот здесь минимальное значение. Давайте посмотрим импульсную структуру рынка. Итак, изображаем. Раз, два, три. Ой, а почему это у нас три волны, а импульс это не три волны ни разу? Либо выстрел из пушки, как я это называю, либо пятиволновая структура, либо диагональный треугольник, сужающийся классический, либо расширенный. Вот у нас три варианта, причем в третьем, прошу прощения, варианте два подварианта диагонального треугольника. Итак, первый вариант подходит? Нет, не подходит. Второй вариант пятиволновой структуры нет, не подходит. Остается только диагональный треугольник. Так как движущие волны в диагональном треугольнике, первая волна, третья и пятая, могут быть как зигзагами, так и импульсами. Хорошо. Давайте сделаем визуализацию. Допустим, у нас образуется начальный диагональный треугольник. Раз, два, три, 4, 5. Ну, четвертой волны и пятой пока нету, но абсолютно пофигу. Дело в том, что у нас уже проблема. Третья волна больше, чем первая. А должно быть наоборот. И я это могу запросто доказать натяжением, собственно, расширения Фибоначчи. Вы видите
Третья волна выступает за 100% расширения Фибоначчи, а значит, третья волна больше, чем первая. Значит, сюда подойти может, если мы хотим, чтобы рынок рос, только начальный расширенный диагональный треугольник, в котором четвертая волна должна быть больше, чем вторая, пятая должна быть больше, чем третья. Не важно, какая у нас пятая, важно четвертая больше, чем вторая. В любом случае, видите? Снижение. Снижение, друзья. Снижение, если у нас импульс. Но может быть у нас все-таки не импульс. Может быть у нас все-таки W, связка X и A, B, C, волна Y, двойной зигзаг и потом снижение. Опять же, смотрите, снижение. Видите? У нас и так снижение. И так снижение. Ладно, может быть не треугольник, может быть обычная коррекция. Ничего страшного. А, Б, С все равно волна Y. Снижение. Опять снижение. Поэтому, друзья, если чешутся ручки, продавать это хорошо. Единственное, что меня в продажах смущает, это недельные опционные контракты 2463. Вот это много. К сожалению, это много. И я надеюсь, что цена туда просто-напросто не дойдет за неделю, потому что это серьезно, это 117 пунктов. И потом крупное падение, да даже с точки зрения структуры рынка, это будет уже как-то чересчур. Поэтому будем надеяться, конечно, что цена не прыгнет аж к уровню 1.1680, но всякое бывает. Тем более, еще раз подчеркну, через 3 дня заседание Федрезерва США. Но это еще не все, о чем я хотел сказать по поводу падения. А давайте посмотрим показания толпы американского брокера Уанда. И что мы с вами увидим? Мы увидим очень крупное скопление ликвидности. Ликвидности на продажу. Здесь находятся стоп-лоссы покупателей и селл-стопы продавцов. Это стоп-ордера на продажу. И вот если бы вы были крупным игроком, у вас, например, 5 миллиардов долларов, и вы хотите войти на спотовом рынке на покупку, вот эта ликвидность вам нужна. Очень нужна. Вам нужно, чтобы цена упала, через эту ликвидность всю прошла, и вы частичными ордерами эту ликвидность выкупали, 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 а потом в конце концов вы зашли бы крупным ордером на покупку. А на рынке это будет, скорее всего, в виде либо одного пин-бара, либо там два пин-бара на таймфрейме дейли, на дневном таймфрейме подряд будут. Кстати, второй еще чуть-чуть пониже. Потому что, чтобы большинство хитрых выкинуть из рынка еще раз, кто хочет вместе с вами пойти на покупку. И что самое интересное, посмотрите, где эта ликвидность находится. Я сегодня говорил про уровень 1.14. Уровень 1.14 находится вообще посреди этой ликвидности. То есть цена может еще чуть-чуть ниже сходить, чтобы выкинуть, как я еще говорю, самых хитро сделанных. И только после этого разворачиваться. Почему я франк взял в совокупности с евро? Вы знаете, что корреляция между евро и франком сильно отрицательная. Они практически зеркально двигаются. Внимание, друзья. Давайте сначала на Чикаго посмотрим. По франку есть очень интересный уровень месячные опционные контракты Call на сумму 528 контрактов, уровень 0,8145, 0,8150. Запомнили. 0,8145, 0,8150. То есть, если я предполагаю, что евро пойдет на обновление минимума, а именно будет падать, доллар против франка пойдет на обновление максимума, а именно расти. А теперь прыгаем обратно на данные Оанда и смотрим франк. Друзья, посмотрите, пожалуйста. Ликвидность, а это уже ликвидность, это ордера на покупку. То есть здесь находятся стоп-лоссы продавцов и бай-стопы покупателей.
А самое главное не то, что здесь ликвидность. И если вы хотите продавать, эту ликвидность скушать, это прям сладенько. Посмотрите вот на этот ордер или скопление ордеров. Это sell лимитные ордера. Так вот, этот крупный, очень крупный объем ордеров, вы не поверите, но это уровень 81.45. 81.45, 0.8150. Это уровень находится ровно на уровне максимального открытого интереса по месячным опционным контрактам Call. Это означает, что кто-то достаточно крупный на спотовом рынке у американского брокера Оанда уже заряжает вместе с маркетмейкером, уже здесь заряжает и вместе, конечно же, с покупателями опционных контрактов Call, потому что вы знаете, что, прошу прощения, с покупателями опционных контрактов, которые хеджируют свои фьючерсы на продажу. Если профессионалы хотят от этого уровня продавать фьючерсы, они их захеджировали прежде всего опционными контрактами, и им будет все равно, куда цена пойдет от этого уровня. Потому что если вниз, то фьючерсные контракты полностью компенсируют премии по опционным контрактам, а если вверх, то прибыль по опционным контрактам будет гораздо выше, чем убыток по фьючерсным. Так вот, кто-то очень крупный на американской брокере Оанда уже сидит здесь в продажах. Но и это не самое интересное. Посмотрите соотношение покупателей и продавцов. Вот это покупатели. Скажем так, пускай их будет 88%. А вот у нас продавцы 12%. Итак, 88% толпы покупает и 12% продает. С кем бы вы предпочли быть? Конечно же, с продавцами, друзья. Потому что только в сказке про Буратино на поле дураков можно найти тот момент, когда рынок вдруг развернется и улетит вверх, и 88%, может быть, чуть меньше, там 80% покупателей заработают денег, а именно станут сказочно богатыми. Нет. Рынку проще высадить всю эту толпу по маржин-колу, а потом развернуться вверх, когда их станет, например, тут 50%. 50 покупателей, 50 продавцов, можно разворачиваться вверх. Тогда уже, в принципе, не важно. Более того, посмотрите, пожалуйста, еще на один момент. Какие жадные покупатели. 88% покупателей саккумулировали вот такое мизерное количество стоп-лоссов. 11% от общего количества отложенных ордеров. И всего лишь 12% продавцов саккумулировали 18% стоп-лоссов. Это говорит о том, что в данный момент скушать эту ликвидность и развернуть рынок вниз – это идеальное решение для того, чтобы и высадить количество продавцов вплоть до 10%, а значит покупателей будет относительно продавцов 90%, а потом начать высаживать эти 90% по маржин-колу. Следовательно, доллар-франк вверх, потом вниз, евро-доллар, соответственно, вниз и потом вверх. Вот такой план, вот такая стратегия. Движение остается только найти паттерны и войти в рынок. Если очень хочется войти в рынок на продажу по евро-доллару, подождите формирование либо треугольника, либо коррекции обычной, потом импульса и действуйте относительно данного максимума, потому что это будет волна А, Б, С. Вам нужен импульс, который поглотит данный максимум, и потом после коррекции можете выставлять sell, стоп ордера на продажу. По франку, зачем по франку торговать, если у них корреляция почти зеркальная? Торгуйте евро. Зачем вам два одинаковых инструмента? Если хотите больше, просто войдите большим риском по евро на продажу.
Ну, а золото? Я уже все по золоту рассказал. Рассматривайте, пожалуйста, исключительно покупку, но после образования паттерна, который я уже и изобразил. Ну и, друзья, уровень 1.14, закрываем продажи и уже будем рассматривать исключительно покупки и исключительно. Логика, я думаю, в принципе, достаточно неплоха. И, кстати, если вдруг хотите, вот вам логика еще по евро против фунта. Здесь вы видите очень неплохую ликвидность продав покупателей, прошу прощения. Это стоп-лоссы покупателей и sell-стопы продавцов. Что самое интересное, посмотрите на открытые ордера продавцов и посмотрите на объем. Я таких объемов несколько лет не видел. Это огромный объем. Кто-то в единичном экземпляре, понимаете, здесь нет такого огромного скопления продавцов. Кто-то в единичном экземпляре зашел на продажу данного торгового инструмента, причем в данный момент он уже находится в небольшой прибыли, но данную ликвидность он еще всю не скушал. То есть я подозреваю, кто-то специально пытается уронить данный торговый инструмент, чтобы сожрать эту ликвидность, а потом он же будет еще разворачивать рынок в обратную сторону. Вот увидите, так и будет на самом деле. Поэтому, если у вас ручки чешутся, и вы прям хочу, 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 но можете здесь их еще почесать по данному торговому инструменту. Но я думаю, вам хватит и евро, и золота. А если вы присоединитесь к комьюнити Forex Times, то у нас там австралийский доллар сегодня был. Так, что у нас было из потенциально хороших торговых инструментов? Евро, австралийский доллар, золото, канадский доллар и, ну, японская иена там подождать еще нужно немного. Евро-иена и фунт против канадца. Так что у нас в комьюнити, по-моему, там 6 сегодня торговых инструментов хороших было. А в открытом канале сегодня 2 евро и золото. Франк трогать не надо. Пускай франк занимается своими делами. А мы будем заниматься своими делами. Спасибо вам большое. Как всегда в конце лекций приглашаю вас в комьюнити. Мои данные вы найдете в описании к данному видео. Всем классного теплого вечера, любви, здоровья. Всем пока-пока.